Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре американский тяжелый танк 8-го левела, прем-танк. Вот, и мы его будем рассматривать с точки зрения фарма игры только на обычном типе снаряда, без голды, как он фармит, разобраться. Да, это Chrysler GF, есть Chrysler K, есть Chrysler GFK, много разных итераций этой машины, но вот у нас на обзоре Chrysler GF. Все между собой они одинаковые, только там разные там приколюхи по корпусу, там стили и все такое. Вот, и прежде чем мы продолжим этот шикарный обзор на эту машину, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами, собственно, начинаем. Чем же хороша, плохая эта машина для фарма серебра? И начнем мы, давайте-ка, с бронирования, тем более здесь действительно есть на что поглядеть. Итак, господа, коллижная модель нашего Крайслера, ну и давайте по порядку. НЛД. Нифига себе в приведенке, если вот так довернуть, уже все, нас сюда даже голдой восьмерки не пробивает. НЛД офигенская на самом-то деле. Теперь касаемо ВЛД. 239, 250, 250. Ребята, супер. ВЛД, наверное, одно из самых крепких среди тяжей 8-го левела. Надгусеничные полки 237, рикошет. Теперь касаемо... Давайте сразу борт посмотрим. Так, соточка 104. От борта танкует просто великолепно. Даже представляя здесь щеку, вас никто не пробьет. Вы даже на этом танке можете себе позволять перекручивать борта, потому что, ну шикарное бронирование от борта. Так, касаемо башни. Маска орудия. 500. 254, 500, 254, 500. Ну, короче, шикарная маска. Башня у нас сферическая. Самые ослабленные зоны вот эти. 268, 267. Все остальное 290, 300, 400, 600. Вверху 245 рикошет. Планочки вверху как таковой прям даже нету. Лючок. Даже лючок у нас зашит, господа. У нас люк бронирования 243. Лютая броня. Идеальная машина. Исполнять ЛБЗ, не знаю, что угодно. Ну, куда его пробивать? Вот куда? В люк? Голдой? Да, можно. И будете пробивать одним из 10 выстрелов. Просто лютая броня, как для 8-го левела. Так, по броне разобрались. Супер лютая броня. Все скажут, все, покупаем, бежим фармить. Давайте разбираться дальше. Пойдемте смотреть пушку. Пушка 8-го левела. И вот здесь нас как раз-то и ждет неприятный сюрприз. Этому танку дали исключительную броню. Просто исключительную. Но чем-то пришлось пожертвовать, и пожертвовали пушкой. Смотрим, 320 альфа, ну такое. Вот, пробитие на основном типе снаряда, если мы говорим про фарма, это основной тип снаряда, 198, меньше 200. На голде 260, уже хорошо. А здесь меньше 200. Заряжается пушка 10 секунд, ДПМ 1900, неплохая действительно точность, 0.36, очень комфортная, как для тяжелого танка, время сведения. Менее 2 секунд. Все круто. Но 198. Как фармить без голды? Как настрелять на этом танке, попадая даже не к десяткам, не к девяткам, а попадая к простым восьмеркам? Ну что такое 198? Жуть. Ладно, полевая модернизация. Во втором блоке облегченную ходовую. В четвертом блоке отстройку параллакс. В пятом блоке звукоизоляцию. Вторым слотом мы берем мобильность. Да, мобильность. А оборудование? Значит, турбина, досл, закалка. Другое сюда даже ничего ставить-то и не нужно. Основной снаряд с маленьким бронепробитием у нас бронебойный летит 945. Слава богу, хоть бронебойный, нормальная нормализация хоть хорошая и все такое. Подкалибр летит почти 1200. Ну, огонь, хорошее пробитие. Но мы же рассматриваем с точки зрения фарма. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам еще раз обобщим. У нас к нашим проблемам по бронепробитию, по пушке в целом, еще и добавляется отсутствие ВН. Минус 6. Тоже будет мешать на рельефных картах нам эффективно отыгрывать. То есть
как для фарма, у нас слабое бронепробитие. У нас заднее расположение башни, у нас нет УВН. В городских картах мы себя будем чувствовать уверенно, нормально, комфортно. На рельефных картах с таким УВНом и с задним расположением башни будем прям гореть, мучиться и страдать. Касаемо живучести, тут все хорошо, 1700 хп присутствует, а учитывая наше бронирование, просто имба в этом смысле. По мобильности 40 вперед, 17 назад, почти 22 лошадь на тонну. Это нам говорит о том, что максималочку свою этот танк будет набирать очень быстро. То есть реально танк на самом деле очень подвижный. Когда мы на него ставим турбину, он прям невероятно хорошо крутится, разворачивается. Вот все у него с турбиной хорошо. По обзору у нас 396 метров. Мы слепые, тут даже говорить нечего. Ну, а обычный стандартный обзор. Как по мне, чисто сухо в цифрах, да, машина хорошо подходит, не знаю, там, может быть, для ЛБЗ потанковать и все такое. Но настреливать, а в фарме серебра, если мы говорим про тяжелые танки, нам нужно настреливать, нам делать дамаг, а с таким пробитием, как его делать, никто не знает. Отправляемся в бой, смотрим, собственно, на что этот агрегат способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас Chrysler GF. Прям танк американский 8-го левела, тяжелый танк. А сейчас мы его против десяток и девяток будем проверять на фарм без голды. Да-да-да, сейчас проверим. Так, огнемет у нас. А у них нет. Тогда едем вперед. Есть пробитие. Все, наигрался. Сейчас отсветимся, чтоб нас не сбрили с центра. Так, ну пока 800 настреляли, конечно. Есть. Так, ну 2К дали. Еще косарь надо, ребят, напотеть. Так. Все ближе и ближе к заветной цифре в 3К. Не, ну этого нам тяжело без голды ковырять будет. Нормально их там.
нафаршировали. Едем дальше. Бой уже отходит к концу. Ах ты мерзость какая, а. Ну, пару тычек мы еще переживем. Вот тебе, негодяй. Ага. Ну все, тут победа. Так, 2900 дали, ребята. До 3К чуть-чуть не дотянули. Ребят, прошу прощения. Так, победа. Ведь нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Что можно сказать за машину? Можно ли на... Вообще, честно говоря, конечно, это танк в первую очередь про танкование. От борта натанковать 2, 3, 4 тысячи, пожалуйста. Фармить на тяжелых танках, конечно же, нужно, нанося урон. А делая это на Крайслере, на основном типе снаряда с бронепробитием менее 200, крайне тяжело. Тем более, когда вы будете на этом танке попадать против 9 и 10 левелов. Кстати, итоги боя давайте глянем. Да. Да что я... Что происходит с картошкой? Чего происходит с картошкой? Это что такое? Я открываю... поздравляю, меня не то. Я виноват, ладно. Так, третье место по дамагу. Третье место по дамагу, да. Играя против... ну, вы сами видели. Против 9-х. Да. Левелов. Очень тяжело на нем настреливать с таким бронепробитием. Поэтому, как для фарма, нет, для прохождения ЛБЗ, скорее всего. Фармить на нем с таким бронепробитием, это ну просто забей. Но это мое мнение, может кто-то со мной не согласен. Ребята, у кого есть в ангаре Chrysler GF, GFK, Chrysler K, господи, сколько их разных этих итераций, пишите свои комментарии, как вам Chrysler, получается на нем фармить без голды. Я думаю, в одноуровневых боях да. А с 9-ми, с 10-ми вообще не нанесете практически урона. Да, танковать, пожалуйста, а вот урона нет. Какое вы используете оборудование, пишите. Обязательно прожимайте лукасы под видео. Вот, подписывайтесь на канал, а я говорю, что Chrysler GF, Chrysler K и все остальные подобные машины для фарма с натягом подходят. Прям вот много настреливать нет. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.